Всем привет, друзья! Вы снова на канале Houseland. Меня зовут Андрей. Сегодня 2 января 2022 года. И данный ролик посвящается церкви в деревне Акулово. Деревня Акулово находится также в Бокситогорском районе Ленинградской области. Значит, на месте вот этой старой каменной кирпичной церкви ранее стояла деревянная церковь. Она была, значит, первые данные о фиксации здесь деревянной церкви относятся еще к 1496 году. Место и для церкви, и для деревни Акулово было выбрано очень удачное, на высоком левом берегу реки Тихвин. Мы сейчас с вами находимся на мосту. Мост через реку Тихвинка. Река Тихвинка вытекает из озера Озерского. Местные жители называют это озеро Акуловское. Прекрасная речка. Значит, и на берегу этой реки, помимо самой деревни, расположена каменная церковь. Вот сейчас издалека мы ее видим. Это местная достопримечательность. Прихожане собирались в это святое место со всей округи. Вокруг церкви было сельское кладбище. Оно и сейчас существует. В 19 веке деревянная церковь сгорела. Каменная же Озерско-Михайловская церковь Озерско-Михайловского погоста Тихвинского уезда Новгородской губернии была построена в 1813 году самими прихожанами, то есть на их средства. Я не оговорился, это именно Новгородская губерния, хотя сейчас здесь Ленинградская область. Видимо, эта деревня ранее относилась к Новгородской губернии. Церковь была каменной, с каменной колокольней и имела 3 престола. В холодной церкви во имя архистратига Михаила, в теплой по правую сторону в честь Богоявления Господня, по левую в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В штате состояли священник и псаломщик. Земля при церкви состояла усадебной вместе с церковным погостом 8 десятин, пахотной 29 десятин, сенокосной 25, прочее под кустарным лесом, болотами и дорогами, и всего 165 десятин. Если перевести это в гектары современные, то это около 180 гектар, то есть достаточно много. В пределах церковных земель на протяжении 7 километров протекал Тихвинский канал, который причинял большие убытки, обрывая водой пахотные и сенокосные берега с изгородью. Церкви принадлежали сторожка и лавочки для торговли, а также дом церковно-приходской школе. Как вы видите, вот река Тихвинка, она не замерзает, там вот плавают уточки. И, как я уже сказал, вытекает эта речка из озера Акуловское. Вот оно там, озеро большое, прекрасное, около 9 километров длиной. Значит, есть глубины, как говорят, до 90 метров. Водится рыба, очень крупная и хорошая. В Михайловской церкви находилось 6 приписных часовен. В казенном селе во имя Преображения Господня, в деревне Врачево во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в деревне Яковлево во имя Рождества Пресвятой Богородицы, в деревне Труфаново во имя святителя и чудотворца Николая, в деревне Дерева во имя Вознесения Господня и в деревне Осиновки во имя святых мучеников Кирика и Юлиты. В приходе находились школы. Подворовская земская в 1916 году обучалось 23 мальчика и 22 девочки. Яковлевская земская школа 35 мальчиков и 27 девочек. Березняковская частная школа 38 мальчиков и 24 девочки. Яковлевская министерская двухклассная школа 16 мальчиков и 3 девочки. Карповская земская школа 18 мальчиков и 17 девочек. Вот обратите внимание, все вот эти деревни, которые я перечислил, они существуют и сегодня, но это маленькие деревни, в которых нет местных жителей, или почти нет местных жителей, то есть жителей, которые живут
постоянно. Приезжают дачники. А вот до революции, как мы видим, эти деревни прекрасно существовали и процветали, и в каждой из них была даже школа. Большое движение очень у нас на дороге, потому что эта деревня жилая, есть местные жители круглогодичные, очень много дачников. Данная церковь закрыта в 1936 году. В 1977 году был пожар, и колокольня начала разрушаться. С 2008 года началось возрождение храма. Церковь Акулове реставрируют. Ну, могу от себя добавить, что особой реставрации я не вижу. Я сюда езжу достаточно часто в эту деревню. Вот она какая есть в таком виде, такая и есть. Там, может быть, какие-то службы там и проходят. Вот смотрю, тропинка тут натоптанная, но, видимо, по каким-то большим праздникам достаточно редко. Ну, колокола на колокольне есть. Колокола звонят. Иногда. Вот отремонтирована крыша на колокольне, на нее вознесен крест. Полностью восстановлен один предел церкви. На сегодняшний день храм является действующим. Ребята, поддержите канал своими лайками, своими комментариями, своей подпиской. Видео будет еще больше. Как вы видите, есть очень интересные места в нашем Бокситогорском районе. Всех приглашаю посетить место. История очень давняя, да, еще к 15 веку все это относится. То есть на самом деле тут святые, очень исторические места. Вот сзади мы видим развалины, очень толстые стены. Что там было, к сожалению, не знаю. Но, видимо, там вот жили сами священники. Вот такая вот красота. Подписывайтесь на канал. Всем рад. Пока.